Свое первое путешествие в Африку я совершил в 2018 году, и началось все с Кении и Эфиопии. В моих глазах Кения обладала двумя серьезными преимуществами. Первое – эта страна является собой настоящую мекку африканского сафари. Именно здесь сосредоточены самые большие и интересные парки-заповедники с дикими животными в натуральной среде их обитания. И второе, Кения граничит с Эфиопией, а это одна из наиболее интересующих меня стран Африки. Кроме того, из всех африканских стран билеты в Кению обычно самые дешевые. Таким образом, взяв старт в Найроби, столице этой страны, можно было пройти небезынтересный трип в северо-восточной Африке и именно оттуда начать познавать эту неведомую мне часть света. Ну и, наконец, еще один бонус Кении – племя Масаи, о жизни которого снят художественный фильм «Белая Масаи», и с которым я давно хотел познакомиться воочию. За пару недель до отъезда мне пришлось сделать несколько прививок. В моем случае это была вакцинация против желтой лихорадки, брюшного тифа, дифтерии и столбняка. Рекомендуемый посольством список уколов был еще шире, но я ограничился этим набором. От всего на свете не застрахуешься, а для получения визы в большинство африканских стран обязательно является лишь прививка от желтой лихорадки. Что до малярии, прививок от нее не существует, и уберечь себя наверняка можно лишь поедая таблетки в каждый день своего пребывания в тропической зоне. Прилетев в Найроби, я за $50 получил визу в аэропорту и на местном автобусе отправился в частный дом, где предварительно посредством Airbnb забронировал себе комнату. Негры в аэропорту очень удивились тому, что я не желаю брать себе персональное такси, а хочу ехать вместе со всеми на обычном автобусе. Белые в Африке почти никогда так не делают и стремятся ограничить себя от незапланированных контактов с местным населением. Я же по своему обычаю хотел с первых минут пребывания на континенте начать глубокое погружение в его настоящую жизнь и сразу решил, что по возможности буду пользоваться именно общественным транспортом. Добравшись до квартиры и познакомившись с ее хозяйкой, оставил там вещи и поехал гулять по кенийской столице. В первую очередь меня интересовал самый бедный ее район Кибера. Эти знаменитые в городе трущобы могли подарить мне несколько неплохих снимков, но перед этим мне было необходимо обменять баксы на кенийские шиллинги, а в день моего прибытия банки были закрыты. По рекомендации одного аптекаря обратился к торговцу коврами, который охотно согласился на сделку, предложив неплохой курс. У него я попытался узнать, каким автобусом можно попасть в Киберу. «Зачем тебе это?» – удивился торговец. «Хочу немного пофотографировать там местных жителей», – ответил я и показал свою камеру. «Ты хорошо понимаешь, куда собрался?» – переспросил меня негр. «Это не лучшее место для белого парня. Там у тебя запросто отберут твою игрушку», – кивнул он мне на мой Nikon. «Там все настолько плохо?» – усомнился я. «Это территория НГО. Поверь, тебе совершенно нечего там делать». «НГО?» – переспросил я. «Что это еще за дерьмо?» Тогда негр тяжело вздохнул, взял клочок бумаги со своего стола и написал мне расшифровку. «Non-governmental organizations», на всякий случай повторил он, глядя мне в глаза, после чего пояснил. «Там нет ни полиции, ни охраны, никого, кто смог бы тебе помочь в случае возникновения проблем с черными». Вообще я уже бывал в подобных местах, и все обходилось нормально», — не унимался я с расспросами. «Как думаешь, это опаснее бразильских фавол?» «Ты бывал в бразильских фаволах?» — удивился мужик. «Да». Немного помолчав, негр вдруг кардинально поменял свое мнение. «Тогда ты можешь смело ехать в Киберу. А вон там остановка, дождись минибаса и двигайся на нем около 30 минут. Водитель подскажет тебе, где сойти». И, покрепче намотав на руку ремень от своей фотопушки, я отправился в юго-западную часть столицы.
В маршрутке разговорился с одной пассажиркой и на всякий случай еще раз спросил, не слишком ли опасна моя затея. «Is it too criminal area?» «No crime», успокоила меня черная дама. «Just bad boys». What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Только я сошел на нужной мне остановке и ступил вглубь узкой улочки трущобы, как ко мне подскочили 3 bad boys и стали интересоваться моей светлой кожей и особенно камерой в руках. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Но на деле эти парни оказались хулиганами добродушными, и меньше чем за минуту мне удалось установить с ними дружеский контакт, после чего ребята вызвались меня сопровождать и пообещали интересную экскурсию на своих улицах. Лидером этих мальчишек был Абдул, который постоянно тянул меня за собой, хватая за руку. Большая часть Кибера представляет собой узкие улочки, на которых едва ли смогут разойтись 3 человека. Жилище собрано здесь из чего попало, какие-то доски, каменные обломки и профилированные металлические листы. В ход идет все, что хоть как-то может иметь назначение строительного материала. В один момент Абдул потянул меня во внутренний двор за каким-то обветшалым сараем и там с гордостью констатировал: «Я привел тебя в свой дом и сейчас познакомлю с моей семьей». Многочисленные братья и сестры Абдула встретили меня с восторгом и при случае пытались потрогать. Только его мама все время переспрашивала: «Я все-таки не понимаю, какой тебе прок с этих картинок? Зачем ты нас фотографируешь?» «Мам, ну отстань от него», — уговаривал ее Абдул. «Пускай фотографирует». «Нет, я хочу, чтобы он пояснил, просто объяснил», — не унималась женщина. «Видите ли, мэм», — постарался я успокоить настороженную черную леди, «а в своих путешествиях я стремлюсь познать жизнь на нашей планете в самых разных ее ипостасиях. А фотография для меня — фиксация. Так я стараюсь запомнить все то интересное, что мне представилось встретить на своем пути. Через эти картинки я все глубже и глубже понимаю мироустройство. Это философия, если хотите». После этого груза женщина угомонилась и уже больше ни о чем меня не спрашивала. Сам по себе Найроби показался мне скучным, некрасивым городом. Парк развлечений Угуру, например, стал самым убогим и грязным, какой я только видел. А к концу дня пришел к выводу, что делать мне в этом городе больше нечего, и принял решение на следующий день выдвинуться в сторону озера Накуру, знаменитого своими розовыми фламинго. На остановку, с которой в Накуру отправлялись маршрутки, меня взялся отвезти на своем мотоцикле негр из соседнего офисного здания. Удивительно, но при температуре 27 градусов в тени он был одет в плотную куртку и шапку-ушанку. Если приглядеться к этому фото, можно заметить, что под ушанкой у предусмотрительного негра есть. Блять, я не могу. Позже я еще неоднократно встречал в лучах палящего солнца по-зимнему одетых негров. Все они были водителями мотоциклов, а оказалось, что негры патологически боятся простудиться и во время езды на открытом транспорте кутаются в теплую одежду так, как я не позволяю себе зимой на улице в Москве. Путь на маршрутке в Накуру занял около 4 часов. В Кении нет слова «маршрутка», и перевозящий людей микроавтобус здесь называют «матату». На остановках всегда полно торгашей, предлагающих пассажирам еду и напитки, а на дорогах нередко встречаются блокпосты с вооруженными автоматами полицейскими. Несмотря на то, что Кения – одна из наиболее успешных стран Африки, сам регион и ее местоположение заставляет власти страны оставаться бдительными. Почти каждый такой блокпост непременно сопровождается металлической полосой с наваренными по всей ее длине штырями, чтобы водители не проскакивали мимо без досмотра.
Озеро Накуру знаменито на весь мир тем, что к его берегам ежегодно слетаются тысячи фламинго. Ни в какой другой точке земного шара они не концентрируются в таком количестве. Но мне не слишком повезло, и красивых экзотичных птиц я увидел лишь в небольшой группе. Наверное, ждать их здесь следовало в какое-то другое время года. Зато в парке Накуру я впервые увидел в живой природе зебр, газелей, жирафов и даже небольшого льва, которого мне, к сожалению, не удалось сфотографировать в хорошем качестве, потому что он вышел на дорогу прямо перед нашим автомобилем, когда уже совсем стемнело. Животные почти не обращали внимания на нашу машину и совсем не боялись ее приближения. Именно они, а не мы, были здесь хозяевами. Именно такими и должны быть зоологические парки с полной свободой зверей и достаточным местом для их обитания. А городские зоопарки с тесными клетками я бы все до одного позакрывал. Скоро начало темнеть, и пришлось возвращаться в город в поисках ночлега. На следующее утро я пришел на остановку, чтобы на очередном матату направиться в сторону южной границы страны, где располагался самый знаковый парк Кении – национальный заповедник Масаи-Мара. Матату в Африке трогаются с места только тогда, когда внутри не остается ни одного свободного сидения. До тех пор пассажиры томятся в ожидании, и чтобы не терять время даром, я приобрел билет и пошел слоняться по округе, постреливая из своей фотопушки в прохожих. В Кении редко встречаются столь респектабельно одетые люди. Было очень странно увидеть здесь эту семью. Наконец, матату набили людьми, и мы выдвинулись в город Керичо. Оттуда на втором микроавтобусе я добрался до следующего пункта Кероки. Из Кероки еще один матату доставил меня в Килгорис, и, наконец, из Килгориса я на частном автомобиле доехал в Лалгориан, где я еще из Москвы забронировал себе номер за 11 евро. На этой дороге Кения предстала мне страной с красивыми зелеными ландшафтами. В одном из этих матату со мной рядом оказались две удивительные сестры. Младшая обладала какой-то внеземной внешностью и обещала стать фантастической фотомоделью, лишь бы родителям хватило ума разглядеть в ней эту красоту. А старшая девочка, с которой я успел перекинуться несколькими фразами, своими интонациями, движениями, взглядом и отношением к маленькой сестре, произвела на меня впечатление очень светлой внутренней девочки. Когда мы прибыли в Килгорис, откуда до моего пункта назначения оставалось всего 27 километров, на улице уже стемнело. Никакие матату в этот город не ездили, и негры предложили мне сесть в легковую машину, которая вместе с другими пассажирами обещала доставить меня в Лалгориан. Только было я разместился на переднем пассажирском сидении, как моя дверь отворилась, и ко мне попытался присесть еще один чернокожий парень. От такого поворота событий я немного прибалдел и на всякий случай пояснил, что на этом сидении уже покоится моя задница. Тут же возле нас оказался водитель, который сразу после этого моего заявления объявил, что если я не желаю делить свое сиденье с еще одним пассажиром, то обязан заплатить по двойному тарифу. «Тот, кто занимает 2 места, платит за 2, деловито констатировал он. «Но здесь одно место», — не мог поверить я своим ушам. «Нет, 2», — настаивал владелец машины, хотя ее производителям и в голову не могло прийти, что вместо 4-местного седана они выпустили 7-местный, а сзади уже ютились 4 пассажиров. Пришлось раскошелиться. Но теперь сюрприз поджидал меня с другой стороны.
Как только я передал чернокожим мошенникам деньги, мой потенциальный сосед пролез в салон уже через водительскую дверь и вновь поместил свой зад на моей сидушке с той лишь разницей, что теперь его ноги находились не в моем отсеке, а прямо на водительских педалях. Я не мог поверить своим глазам. Неужели владелец автомобиля собирался в таком режиме управлять движением? Так и оказалось, причем получалось у него это весьма неплохо. В тесноте, но не в обиде, мы по разбитой насыпной дороге через час приехали в Лалгориан. Лалгориан – маленький грязный городок, о котором бы, наверное, и вовсе никто не знал, кроме местных жителей, если бы невдалеке от него не был размещен один из въездов в знаменитый парк. В год моего путешествия в Кении было чертовски много мусора. Я проехал тогда по этой стране не 100 километров и побывал в десятке городов. Урну или хотя бы какое-то отдаленное ее подобие не встретил ни разу. В следующие 2 года я побывал в Кении еще дважды, и в мой 3-й приезд, к моему приятному удивлению, ситуация радикально поменялась, и я увидел эту страну в достаточной чистоте и порядке. Но в это путешествие мусор станет сопровождать многие мои снимки, и воспринимать его здесь следует с точки зрения художественной. Но в кенийских национальных парках, конечно, царит полный порядок, и для их посетителей всегда действует множество строгих правил, в том числе касающихся сохранения экологии этих заповедных зон. На роль моего проводника в национальном парке вызвался управляющий отеля, в котором я заселился в Лалгориане, попросив за свои услуги $50. В эту сумму Дерек включал свои расходы на топливо и въезд его автомобиля в парк. Для иностранца же в моем лице посещение заповедника стоило отдельные $80. На том и сочлось. Парк Масаи Мара оказался полон красивых животных, которых ранее я видел лишь за решетками да в передачах National Geographic. Все они свободно разгуливают по территории заповедника и живут полноценной дикой жизнью, сбиваясь в стаи со своей внутренней иерархией, рожая и воспитывая потомство и поедая друг друга. Кроме млекопитающих, в заповеднике можно увидеть немалое количество разнообразных представителей пернатых. Это яркая эффектная птица – венценосный журавль, изображенный на флаге соседнего государства Уганды, что подсказал мне один из читателей моих путевых заметок, увидев его в этой серии снимков. Чаще других четвероногих на глаза мне попадались слоны и газели. Слоны обычно сбиваются в большие стада и длинными вереницами перемещаются по территории парка. В один из моментов мне удалось запечатлеть их поход на водопой, где вальяжно развлеклись буйволы и даже незаметно пристроился в воде нильский крокодил. Отвожу 7 секунд на то, чтобы вы попытались обнаружить его на этом снимке. Вот он. Если отследить этого хищника вам не удалось, большой беды в этом нет. Но для газели, подошедшей к реке на водопой, такая неосмотрительность может стоить жизни. Реже, но также в достатке в парке Масаи Мара встречаются жирафы и зебры. Иногда животные останавливаются на дороге прямо перед машиной и подолгу демонстративно стоят как вкопанные, давая понять, что правила здесь устанавливают они. Больше всего водители-проводники опасаются близости слонов, которые в случае агрессивного своего поведения запросто могут раздавить их прямо внутри транспорта. Наиболее сложным для меня стало фотографировать бегемотов, потому что в жару те предпочитают целиком погрузиться в воду, оставляя снаружи лишь ноздри и глаза.
А вот львы и другие представители кошачьих попадают в объектив, к сожалению, нечасто. В это путешествие львов я видел только трижды, 2 раза сидящих в 30 метрах от дороги среди высокой травы и однажды вольготно развалившегося прямо на обочине в какой-то паре метров от нас. Кажется, в свете знойного солнца этому бруталу даже глаз лень было открыть, не то чтобы подняться к нам из зарослей. Покатавшись по парку несколько часов, мы отправились в расположенную невдалеке деревню племени Масаи. Еще в машине водитель озвучил мне таксу, которую требует вождь за вход в его владение – 20 баксов. В деревне я хорошо ощутил, что к туристам ее жители весьма привыкли и даже заготовили экскурсионную программу, включающую в себя широкий спектр развлечений. Разжигание огня посредством трения 2 деревяшек друг от друга, посещение жилищ Масаи с подробным описанием незамысловатого устройства пустых необжитых глиняных хижин и даже исполнение женщинами с огромными дырками в ушах хоровой песни в мою честь. Традиционная одежда мужчин племени Масаи – ярко-красные или реже оранжевые платки в сочетании с синими тканями, в которые те оборачиваются с ног до головы. Однако своим детям взрослые мужчины позволяют носить гражданскую одежду. Личное знакомство с племенем свершилось, и чтобы не докучать им больше своим присутствием, я скоро покинул деревню. На следующее утро я выдвинулся из города в сторону Мигори, оттуда ходили автобусы в Момбасу, где на ближайшие пару дней у меня была забронирована комната. Момбаса – второй по величине город в Кении, расположенный на берегу Индийского океана, и я хотел встретить Новый год именно там. В Мигори, до которого от места моего ночлега было 50 километров, меня взялся отвезти молодой мотоциклист из Лалгориана. В середине пути я попросил его остановиться и дать мне немного пофотографировать, потому что на нашей дороге встретился золотой прииск, на котором трудилось множество чернокожих. Здесь местные кенийцы ищут золото, применяя открытую ртуть. Шарики этого опасного жидкого металла свободно катаются в их ладонях, и ни о какой защите труда здесь речь не идет вообще. Сколько длится жизнь таких золотоискателей, не могу себе представить. Потом мы приехали в Мигори, но оказалось, что свободных автобусов в Момбасу оттуда в этот день уже не было. Мне посоветовали отправиться в город Кисаи, расположенный севернее в 60 километрах, где на автобусной станции я мог попытаться еще успеть приобрести билет на рейсовый автобус. Туда за 1,5 часа меня обещала доставить очередная африканская матату. На вокзале возле единственного подходящего мне автобуса собралась толпа народу, превышающая его вместимость втрое. Водитель сразу отрезал мне, что свободных мест не осталось, ибо все билеты в кассе уже распроданы. Но уже скоро возле меня нарисовался какой-то малолетний прохвост, пообещавший организовать место в салоне за 4000 кенийских шиллингов, что превышало реальную стоимость в 1,5 раза. Я сразу согласился, и через 20 секунд на моих глазах из автобуса в буквальном смысле вышвырнули одного из пассажиров, который, упираясь, растопыривал при этом руки и ноги в разные стороны, но это ему никак не помогало. От увиденного мне стало не по себе, но стоявшие рядом чернокожие организаторы рейса, завидев на моем лице замешательство, поспешили успокоить, что мужика выгнали лишь потому, что он был пьян.
Позже мне, правда, показалось, что он все-таки вернулся в автобус и поехал в Момбасу вместе с нами. По приезду во вторую столицу Кении я быстро нашел дом, в котором меня ждала забронированная комната, и, побросав там свои вещи, отправился посмотреть на океан. Эта группа отдыхающих или туристы ходят на океан плавать, а одинокие путешественники на него только смотрят, потому что если пойдут плавать, то останутся без штанов и камеры. Потом я издали увидел паром, перевозящий людей с острова на материковую часть, и сразу поспешил на пристань, чтобы прокатиться. К моему удивлению, переезд на пароме с одного берега на другой был совершенно бесплатным. Момбаса – старый город, которому не меньше 1000 лет, и ранее здесь располагался самый крупный рынок рабов в Восточной Африке. Я хотел посетить знаменитый старый форт Иисуса, который 400 лет назад выстроили португальцы, чтобы отбиваться от нападок турецкого флота, но на деле тот оказался довольно скучным, и через полчаса я его покинул. Когда вечером отправился на пляж посмотреть, как в новогоднюю ночь собирается развлекаться местный народ, ко мне вдруг вышла из темноты молодая барышня и вызвалась меня сопровождать. Девушке оказалось 24 года, и представилась она Энн, хотя позже я выяснил, что зовут ее все-таки Мэри. Мэри рассказала, что растит одна свою дочь, а с мужем рассталась 3 года назад по причине того, что тот безбожно курил марихуану и не хотел ничем заниматься, кроме как крутить себе косяки. И недвусмысленно спрашивала меня, есть ли у меня постоянная девушка и как долго я планирую оставаться в Момбасе. А потом она неожиданно заявила, что собирается этой ночью поехать в церковь, и предложила составить ей компанию. Мне и в голову не приходило, что Новый год можно встретить в церкви, однако африканка уверяла меня в серьезности своих намерений. «Ну, поехали», — решил я, хотя шестое чувство подсказывало, что сейчас-то меня и ограбят в каком-нибудь переулке, и тогда появление этой девицы на пляже наконец найдет свое объяснение. Через 20 минут мы подъехали к какому-то странному зданию из профлиста, напоминающему больше склад. Изнутри раздавался стойкий гул, а территорию охраняли несколько чернокожих. Пройдя внутрь, я увидел множество людей, стоящих перед сценой, с которой толстый негр вещал им в микрофон какой-то рэп на местном языке суахили. Мэри сразу пояснила мне, что это ее церковь, прихожанкой которой она является уже 1,5 года, а рэпер на сцене – их пастор. Скоро я смекнул, что меня привезли в какую-то африканскую секту. Недолго думая, я достал свою пушку и принялся их фотографировать. Я понял, что не способен передать в фотографиях то безумие, которое царило внутри этого ангара, и был вынужден переключиться на видеосъемку. Tuko na dakika chache sana, tunaingia kwa mwaka mpya wa 2018. Kama unaamini ya kwamba mwaka ujao ni mwaka wako, hebu sema haleluya 3 za nguvu.
этом безумии я даже не заметил, как настал Новый год, и очнулся уже ближе к часу ночи. В церкви я аккуратно спросил Мэри, загоняет ли она Лавес в эту секту и в каком количестве, но та уверила меня, что не тратит на эту организацию ничего. Когда по окончанию этой вечеринки мы сели в такси, чтобы разъехаться по домам, я спросил Мэри, есть ли у нее средства доехать до своего дома, и услышал простодушный ответ: «Нет, все свои деньги я отдала в церкви». Я и сам видел, как она носила деньги в корзину пастора. При этом девчонка зарабатывает копейки, торгуя на пляже кокосами, и одна растит маленькую дочь. Проснувшись на следующее утро, я сразу поехал в старый район Момбасы с узкими улочками, называемые в народе Олд Таун, где наверняка можно было сделать пару-тройку колоритных картинок. Нагулявшись по старому городу, отправился на пляж. Там я вновь встретил Мэри, которая радостно выскочила ко мне из толпы. Угостив ее мороженым и немного с ней поболтав в окружении ее кокосов, пригласил выпить напоследок по чашке кофе в баре на пляже. На следующее утро мне уже предстояло выдвинуться в долгий путь на север страны в сторону границы с Эфиопией. Вечером я нашел тихую безлюдную гавань, в которой, провожая солнце за горизонт, целый час сидел на скале и перебирал по косточкам свою жизнь, пока к месту моих раздумий не нагрянули шумные чернокожие мальчишки, лишив меня сладостного уединения. Малинди расположен в 100 километрах от Момбасы, если двигаться вдоль побережья на север. А в этом городе у меня была еще одна предварительная бронь комнаты в квартире одной негритянки с детьми. Туда я добрался за пару-тройку часов на очередном матату и уже к обеду постучал в ее дверь. Билха, так звали негритянку, проживала с 2 детьми и младшим братом Келвином. С этой семьей я отправился на пляж с белым песком, за что его особенно ценила Билха, и ради этого была не прочь проехать лишние несколько километров на своем стареньком седане. Помимо песка, белыми здесь оказались также и отдыхающие. В таком количестве я не видел их уже больше недели и очень обрадовался. Рядом с ними можно будет уже не привлекать к себе много внимания и спокойно поплавать. Вода оказалась невероятно теплой. Да, белых людей за весь свой африканский трип я почти не встречал, а если и попадались такие мне на глаза, то исключительно в организованных группах, в наглухо тонированных джипах с персональными водителями. Как в таком формате можно познавать страну, я не понимаю. Зато к упакованным белым старикам никто не цепляется. За тонированными стеклами наемных автомобилей негры их просто не замечают. Со мной же все обстояло наоборот. «Hey, Джамбо!» только и слышал я постоянно со всех сторон. «How are you, Джамбо?» Джамбо – расхожее дружеское обращение в Кении, что-то вроде приятеля. Узнав, что далее мой путь пролегает через город Гарисса, Билха забеспокоилась, нахмурилась, а потом посоветовала изменить маршрут. «С чего бы это?» – спросил я, хотя уже догадывался, к чему она клонит.
От Гарисы до границы Сомали не более 150 километров, и большую часть жителей этого города сегодня являются собой выходцы из этого самого неспокойного государства в мире. За последние несколько лет этот город будоражил несколько терактов, самый крупный из которых произошел в университете Гарисы за 3 года до моего приезда и унес тогда жизни 149 человек. «Там очень небезопасно, Майкл, тем более для белого», — продолжала Билха. «Будет лучше, если ты вернешься в Найроби и поедешь в сторону Эфиопии по другой дороге». «Но это на 400 километров дальше», — возразил я, — «и потом я уже был в Найроби». «Дело твое», — не стала настаивать Билха, — «но я стараюсь лишний раз туда не соваться. Пару месяцев назад там снова убили 10 человек. В тех краях это происходит регулярно». «Но мне казалось, что у вас замечательная страна с лучшим сафари в Африке, Билха», — попытался отшутиться я. «Это верно», — улыбнулась Билха. На следующее утро, как только солнце показалось из-за горизонта, мы с Билхой сразу поехали на автостанцию. Но свободных билетов в Гарису все равно уже не было, и тогда девушка посоветовала мне добраться вначале до Холлы и уже там поискать другие автобусы. Попрощавшись с гостеприимной чернокожей Билхой, я забрался в автобус и двинулся дальше в путь. Автобусы в Кении в середине маршрута почти всегда проверяют вооруженные бойцы. Ищут контрабанду и возможных нелегалов. На таких блокпостах пассажирам велят покинуть салон, после чего по нему начинают шарить камуфлированные парни. Не найдя ничего подозрительного и запретного, позволяют вернуться на свои места, и тогда автобус продолжает свой путь. В Холле я по-настоящему ощутил, что действительно забрался в глухую африканскую дыру. Вот уж меткое название. Здесь облепившие меня со всех сторон негры уже буквально разбирали меня на части, как завезенную в их края невиданную игрушку, от которой каждому хотелось унести домой хотя бы фрагмент. Мне едва удалось от них отбиться и узнать, где ожидать автобуса в Гарису. Спустя минут 40 они ко мне чуть попривыкли и хотя бы перестали интересоваться мною на ощупь, но все равно продолжали стоять со всех сторон и разглядывать, а некоторые пытались стрельнуть немного бабла. Меньше чем через час подъехали сразу 2 переполненных автобуса в сторону Гарисы. При посадке вокруг меня образовалась внушительная группа провожатых, вступивших между собой в ожесточенную борьбу за роль того, кто укажет мне мой автобус, когда я уже стоял на его подножке. Чтобы не обидеть двух победителей, я сунул им в руки пару мятых купюр и с тех пор обрел в них слепо преданных мне слуг, только что у меня не было внушительных чемоданов. Желая проявить себя в этой нежданной мной роли, они сквозь плотную толпу пассажиров с тюками пробрались вглубь автобуса и принялись подбирать мне сидячее место. «Эй вы, засранцы!» — обратился к ребятам на заднем сидении один из моих агентов. «Не слишком ли вам тут вольготно впятером на 5-местном сидении?» «Ну, как бы это... Вот и подвиньтесь, не видите, белому Джамбо требуется место». Что ж, видимо, пришла моя очередь воспользоваться африканской традицией садиться втроем на 2 табуретки. Извинившись перед пацанами, я воткнулся между ними 6-м пассажиром. Завидев мою белую рожу в окно автобуса на любой деревенской остановке, дети оставляли все свои занятия и, раскрыв рты, кучковались напротив, чтобы посмотреть на белого инопланетянина, какими-то судьбами представшего в их дальних краях. В Гарису я прибыл уже с наступлением темноты, а на следующее утро снова сел в автобус и поехал в Аджир, от которого до границы с Эфиопией было уже рукой подать. Надо сказать, что в тот день я впервые в жизни пересек экватор.
Из Ваджира я хотел в тот же день отправиться в пограничный город Майали и, если повезет, то к концу дня поспеть на границу с Эфиопией. Но в Ваджире местные жители уверили меня, что сегодня уже ничего не получится. В Майале автобус ходит лишь раз в день и стартует он ранним утром. Однако кто-то брякнул, что я могу попытаться уехать туда на полицейской машине, и водитель стоящего рядом тук-тука вызвался отвезти меня в участок. В кабинете старшего инспектора я сразу подвергся серьезному допросу. «Значит, ты из России, русский, то бишь?» «Да, сэр». «Что ж, это похвально, похвально. ЮССР?» «Точно». Полицейский внимательно разглядывал мой паспорт, эпизодически поднимая на меня глаза, а потом вернул его и с прищуром поинтересовался. «И что же ты, Микаэль, делаешь в нашем городе?» «Путешествую по Кении и сейчас держу путь в Эфиопию». «Брось!» – небрежно отмахнулся он от такого ответа. «Здесь не бывает туристов. Это место совсем не подходит для туристов». «Не хочу показаться невежливым, сэр, но позволю себе с вами не согласиться и скажу, что, на мой скромный взгляд, для путешествий подходит вся наша планета в любой ее точке». В другом углу большого кабинета за вторым столом сидел какой-то его подчиненный, и после этих моих слов они с инспектором переглянулись и широко улыбнулись друг другу. Точно мои слова немало их позабавили. «Находиться тебе здесь совсем небезопасно, Микаэль. В 100 километрах от нашего города проходит граница с Сомали. Ты что-нибудь слышал о Сомали, Микаэль?» «Да, сэр. Но здесь ведь не Сомали, здесь Кения. Не думаю, что здесь со мной может что-то случиться». Тогда полицейские снова переглянулись и стали улыбаться еще шире. Я им определенно нравился. «Послушайте, сэр», — попытался я направить диалог в нужное русло. «Мне необходимо добраться в пограничный город Майали, и я хотел бы сделать это сегодня. Но автобусов уже нет. Может быть, у вас стоит какая-нибудь машина? Так мне, по крайней мере, сказали люди в городе. Я не займу много места». «Ты, похоже, не понимаешь», — продолжал гнуть свое старший инспектор. «Тебе не только нельзя ехать этой дорогой, но даже оставаться в Ваджире небезопасно. Если ты будешь ошиваться в этих краях один, то скоро запросто повстречаешься с бойцами из Аш-Шабаб. Единственный вариант для тебя попасть в Эфиопию – вернуться в Найроби и оттуда поехать в Майали по другой дороге». «Но, сэр, вы предлагаете сделать мне крюк, увеличив длину пути на 1200 километров», — возмутился я и развернул перед полицейским свою дорожную карту. Зеленой линией я отметил дорогу, по которой желал ехать сам, а оранжевый — маршрут, на котором настаивал инспектор. «Верно», — подтвердил тот, не без интереса взглянув на мою карту. «Большой крюк. Но это твоя безопасность. Позвольте мне самому думать о своей безопасности. Пусть это останется моей проблемой». Я начинал злиться. «Микаэль, я знаю эту территорию лучше тебя», — рассердился в ответ старший инспектор. «И о том, что здесь с тобой может случиться, я также знаю лучше тебя. И вопрос твоей безопасности на моей территории — это моя проблема. Сегодня вечером из нашего города выезжает автобус в сторону Найроби, и ты сядешь на этот автобус». «При всем своем уважении, сэр», — не унимался я и попытался перевести все в шутку, чтобы мистер сбавил нарастающие обороты. «Готов с вами поспорить, что успешно доберусь кратчайшим путем до Майали, с вашей помощью или без нее. И после того, как я вам оттуда позвоню, вы пришлете мне $50. Если же это не произойдет, я отправлю вам 500. Что скажете?» Снова переглянувшись со своим помощником, старший инспектор громко и удовлетворенно расхохотался. Было видно, что моя задиристая шутка пришлась негру в погонах по вкусу. «Пойдем-ка к нашему главному начальнику, Микаэль», — предложил он мне и повел за собой. Начальник выслушал старшего инспектора, перекинулся со мной несколькими малозначащими фразами и также констатировал, что сегодня я поеду обратно в Найроби. Так бы, наверное, и произошло, если бы в последний момент, уже провожая меня взглядом за пределами ворот, старший инспектор вдруг не окликнул меня и не попросил вернуться. «А ну-ка, достань свою карту еще раз, Микаэль. Достань, я хочу ее посмотреть». Я снова вытащил уже изрядно ношенный лист бумаги, который заготовил еще в Москве, и вновь развернул перед полицейским. «Вот здесь», — указал он на промежуточную точку между Ваджиром и Майали, — «находится Буна».
«Верно», — подтвердил я, — «на моей карте действительно был подписан этот городок». «Дорога из Буны в Майяле безопасна, там уже все нормально», — продолжал чернокожий инспектор. «Но отсюда до Буны территория очень неспокойная. Я помещу тебя в машину с моими ребятами, и на ней к вечеру сегодняшнего дня ты доберешься в Буну. С моими бойцами ты будешь в безопасности. Дальше из Буны в Майяле поедешь уже сам». От услышанного я чуть не подпрыгнул. Рядом стояла машина, уже готовая выехать. Было видно, что вооруженный эскорт собирался туда по своим нуждам и уже был полон людей, в том числе некоторых гражданских. «Так, парни», — обратился инспектор к своим бойцам, — «доставьте этого белого в Буну. Проследите, чтобы он нормально заселился там в какую-нибудь гостиницу, и доложите мне потом, что с ним все в порядке». Уже поздно ночью полицейские привезли меня на какой-то постоялый двор в Буне, где радушный и обходительный мусульманин предложил мне свободную комнату. Это было самое аскетичное место, в котором мне приходилось останавливаться в Африке. Здесь, в глиняных хижинах, не только не было электричества, но даже пол был земляным. Чтобы иметь внутри хоть какое-то освещение, мне выдали светодиодный фонарь. Ранним утром в мою дверь постучал пожилой хозяин мотеля, оповестив, что ко двору уже подъехала машина, которая заберет и доставит меня в Майяле. Из Буны в пограничный северный город не ходили ни автобусы, ни матату, и лишь одна частная машина в день отправлялась туда по каким-то делам, забирая с собой немногочисленных желающих попутчиков. Наспех собравшись, я выпил кружку кофе и прыгнул в машину. Должен сказать, что в тот день со мной приключилась глупая история, получившая трагичную кульминацию. Все началось с того, что уже по приезду в Майяле, когда позади остались 3 часа езды, я обнаружил пропажу своего телефона. Было похоже на то, что в утренней спешке я позабыл его в хижине. Мне пришлось возвращаться, но машину я нашел только на часть пути в Буну, а последние 30 километров мы неслись по пустыне с нанятым мною мотоциклистом. На очередном километре в дорожной колее показались 2 совсем маленькие газели. Одна из них успела отскочить от мотоциклиста в сторону, а вторая побежала вперед и скоро угодила нам прямо под колеса. Этот случай не выходил потом у меня из головы много дней, и я крепко винил себя за утреннюю рассеянность. Пришлось провести в хижине Буны еще одну ночь, и снова выдвинулся в Майяле я только на следующее утро. 3 часа спустя машина привезла меня в Майяле. Поболтавшись там с фотоаппаратом пару часов, я без каких-либо сложностей пересек границу и, наконец, ступил на землю Эфиопии. В Эфиопии мне предстояло побывать в 5 деревнях разных племен, в том числе знаменитых Мурси, женщины которого разрезают себе губы и вставляют в них большие блюдца. Эта страна окажется заметно более дикой, чем Кения, но подарит мне те редкие снимки, которые я укладываю в альбом своих путешествий с особым трепетом. О моем путешествии в Эфиопии расскажет мой следующий фильм.